Всем привет! В этом видео речь пойдет про сравнение шипов Dr. Neubauer КО на губках 0,6 и 1,3 мм. Люди спрашивают, какая между ними разница. Я играл обоими толщинами. Попытаюсь рассказать кратко, что заметил. Кстати, есть еще толщины 1,0 и 1,5 мм. Если вы уже играли этими толщинами, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями в комментариях под этим видео. Это поможет другим игрокам сориентироваться в этой непростой теме. Первое различие, которое я сразу заметил, это вес. В обрезанном виде по размеру стандартной лопасти атакующего основания толщина 1,3 весит 38,5 грамм, а толщина 0,6 весит 27,5 грамм. Это большая разница. Для меня это самое большое различие между этими двумя накладками. Теперь о скорости. По набиванию вы можете не заметить разницу силы отскока мяча от разных толщин. Но она есть и довольно существенная. Если вы толкаете мяч легонько или подставляете шип под небыстрый мяч, то отскок будет приблизительно одинаковый. Или может быть 0,6 толкнет чуть-чуть слабее. А вот когда вы толкаете мяч быстро, например во время плоского удара или наката, то от толщины 1,3 мяч летит заметно быстрее. То есть разница в скорости проявляется при атаке. Сцепление чуть сильнее у 1,3. Реакция на приходящее вращение тоже. Качать и пихать легче толщиной 0,6, но разница небольшая. 1,3 тоже качает комфортно. Противность одинаковая. Далее, блок. Когда я наклеил КО 0,6 вместо 1,3, то мне начало казаться, что пассивный блок менее противный для соперников. Мне казалось, что соперники немного меньше стали ошибаться при исполнении топспина по блоку от КО. Не знаю, так ли это на самом деле. На тренировке я специально не сравнивал, только играл на турнирах. Потом я, видимо, привык и перестал это замечать. Возможно, что в некоторых случаях КО 0,6 при пассивном блоке возвращает больше нижнего вращения, чем 1,3. И для моих соперников это было удобнее, чем более плоский мяч от 1,3. Но топспины бывают разные. Если прилетает топспин со значительным боковым вращением, то толщина 0,6 дает больше реверса с боковым вращением. И это усложняет для соперника обработку такого мяча. Так что я не могу сказать, что какая-то из толщин противнее на блоке. Они немного отличаются, у каждой свои особенности. КО 0,6 позволяет точнее направлять мяч при блоке, то есть немного легче сделать его более длинным или более коротким. Легче попасть мячом в желаемое место стола соперника. А толщина 1,3 дает больше скорость, то есть для более аккуратного блока лучше 0,6, а 1,3 или 1,5 лучше для более агрессивных подставок, для более быстрого ритма игры. Если же вы подставляете КО под какой-то плоский мяч, типа наката, или какого-то быстрого тычка длинными шипами, то толщина 0,6 позволяет легче попадать в стол, а толщина 1,3 позволяет сделать эту подставку более агрессивной по скорости, то есть оказать на соперника давление не точностью попадания в стол, а скоростью полета мяча. Ну а в целом у КО блок является главным элементом. Ну а чоп-блок однозначно удобнее делать толщиной 0,6. Здесь чем меньше скорость, тем лучше. Ну и толщина 1,3 тоже пригодна для этого. Кстати, мы уже сделали для вас несколько разных видео по теме КО. Есть отдельные обзоры на разные толщины губок. Есть сравнение с длинными шипами. Есть сравнение с КО Pro. Есть сравнение с шипами Агрессор. И также мы планируем в ближайшем будущем сделать сравнение с короткими шипами. Вы можете найти ссылку на плейлист с этими материалами под этим видео. Далее. Защита. В защите под резкой существенной разницы нету. 1,3 позволяет чуть больше уменьшить приходящее вращение, то есть дает защите под резкой чуть больше вариативности. А также отскок мяча немного быстрее. Но все это, на мой взгляд, не имеет значения, поскольку КО предназначено для игры у стола. Также обе толщины хорошо делают дальний блок. Это когда вы вдали от стола и не успеваете подрезать или не хотите, и просто подставляете блок издалека. Толщина 1,5
тоже хорошо его делает. Но я не рекомендую ориентироваться на игру вдали от стола этой накладкой. Далее, атака. Накат и плоский удар легче попадать в стол толщиной 0,6. И пусть вас не беспокоит, что толщина 0,6 это очень тонко для атаки, и поэтому, наверное, ею должно быть хуже атаковать. Нет, 0,6 хорошо атакует, несмотря на тонкую губку. Я бы сказал даже, что она отлично ею атакует. Как я говорил ранее, 0,6 легче попадать в стол, а от толщины 1,3 быстрее летит мяч. При исполнении топ-спина ситуация аналогичная. Вы можете мне не поверить, но этот скользкий шип, да еще на тонких губках, способен крутить мяч при исполнении топ-спина. Причем топ-спин можно исполнять по мячу, который опускается и уже опустился ниже уровня сетки. Толщина 1,3 придает больше вращений, но разница очень маленькая. При этом траектория в среднем немного длиннее. Но обоими толщинами можно сделать топспин максимально коротко. Топспин переброс через сетку. В целом, топспин у этих шипов является эффективным элементом. Итак, подытожу атаку. Обе толщины на типичном атакующем карбоновом основании хорошо подходят для агрессивной игры, но все-таки различия есть. И потому разные толщины подходят немножко для разных стилей игры. Насчет противности скажу, что по моим ощущениям она немного отличается в деталях, но в целом одинаковая. Насчет разницы 0,6 и 1,0. Толщину 1,0 я не стал пробовать. Чтобы оценить ее, вы можете взять среднее значение между 0,6 и 1,3 по весу и по остальному. Ну и напоследок скажу насчет долговечности. Толщиной 1,3 я отыграл, наверное, месяцев 6. Никаких признаков повреждения у шипов не заметил. Толщиной 0,6 отыграл где-то 10 месяцев. Ни одного шипа не выпало. Специально провел много раз пальцем по шипам толщины 0,6 во всех зонах, чтобы проверить. Может быть, где-то шипы надорвались? Но нет, все шипы твердые, ощущаются как новые после 10 месяцев игры. Так что долговечность у шипов КО отличная. Купить шипы Dr. Neubauer КО вы можете по ссылке под этим видео. Покупать в нашем магазине всегда очень хорошая благодарность за наши видео. Также не забывайте лайкать и шарить, подписаться и нажать колокольчик со всеми уведомлениями, чтобы мы с вами встречались чаще. И хочу напомнить, что обзоры мы делаем, чтобы помочь вам сэкономить время и деньги. Кстати, возможно, вы обратили внимание, что на видео я всегда играю однослойным мягким основанием, которое сильно отличается игровыми качествами от типичных атакующих оснований. И вы могли бы подумать, что то, что я рассказал, относится только к игре однослойкой, а большинство людей играет другими основаниями. Поэтому я отыграл шипами КО несколько турниров на типичном быстром карбоновом основании. Действительно, на карбоновом атакующем основании КО играет немножко по-другому. Мне было интересно. Сцепление меньше, скорость меньше. Теперь о том, как выбрать между этими толщинами. Во-первых, в зависимости от того, какой вес накладки вам подходит. Второй критерий. В какой степени агрессивный стиль игры вы хотите реализовывать при помощи шипов КО. Третье. Если вы решили попробовать играть шипами КО, а вы играете какими-то короткими шипами или средними шипами в агрессивную атаку, то, наверное, вам лучше попробовать КО 1.3 или 1.5. 0.6 для вас будет слишком скользко. Постоянные срывы мяча и промахи вам обеспечены. Если же вы играете длинными шипами OX, но хотите немножечко изменить свой стиль игры на похожий, но более агрессивный с накатами и плоскими ударами, то скорее всего вам больше подойдет 0.6. Но чтобы вы могли узнать характеристики интересующих вас накладок и оснований, заходите на сайт магазина TT Maximum. Там собрана подробная система фильтров и характеристик, помогающих разобраться в том, на какую тему та или иная накладка или основание, и какими свойствами они обладают. А если нужна помощь и консультация по выбору, пишите на указанные на сайте контакты, и мы вам поможем.